Здравствуйте, представители знака зодиака Весы, 2024 год по месяцам. Таро прогноз на удачу и успех. И в 2024 году вам, мои дорогие Весы, может захотеться реализовать какой-то важный проект. И это будет прекрасное начинание. И ваша планета, которая будет вам помогать, ваша планета-союзник, это Юпитер. Юпитер вдохновит новый и поддержит все ваши творческие проекты, которые, может быть, уже вы планировали или пытались начать. Какие-то творческие начинания, самые невероятные, тут тоже хорошо пройдут под поддержкой Юпитера. А также Юпитер поможет вашему вдохновению вот ту самую материальную форму реализовать в жизни. Или для людей творческих, это правда, создать словно какой-то шедевр. Или скреативить что-то такое невероятно доброе, хорошее. И то, что вам принесет еще и вторичный материальный доход. Для кого-то из вас Юпитер может или поможет наладить личную жизнь. Или окончательно определиться в каких-то вопросах вашей любовной истории. Ближе к весне Меркурий заставит словно замолчать какие-то ненужные полемические диалоги, ненужные споры или какие-то разногласия. Меркурий также поможет саму идею или идеи привести в порядок, вернуть какой-то правильный вес и эквивалент, как и людям в ваших отношениях или в вашем окружении, так и правильно увидеть ситуацию. Давайте узнаем. Это планетарно, так предполагается для вашего знака зодиака. Не всегда, увы, планетарные события или те, которые предполагаются астрологически, совпадают с таро-прогнозами. И для кого из вас, может быть, хочется узнать поточнее или получить больше подсказок? На моем канале есть видео 2023 год, второе полугодие, тоже по месяцам. И вы можете перейти по ссылке, которую оставлю в инфобоксе, в описании под видео. Вы можете перейти и посмотреть себя как и по солнечному знаку, так и по асценденту, по луне. Смотреть уже как бы сегодняшними глазами или взглядом сегодняшних уже ваших каких-то начинаний на те события, которые уже случились, произошли. И может быть вы сумеете где-то провести параллель, и будет больше подсказок в плане, где у вас больше откликаются в событиях реальной жизни. Или по асценденту, или по луне, или по солнечному знаку. И первая карта у нас будет январь, несмотря на то, что январь уже начался, но еще достаточно времени до конца. И вот что для вас будет в приоритете на удачу, на успех, какие возможности, как видят карты, мои дорогие весы. Январь для весов 2024 года, февраль, март на удачу, на успех, апрель для вас, мои дорогие, май и июнь. И вторая половина года, июль. Что для вас в августе? Удача и успех. Сентябрь, октябрь, ноябрь и декабрь. Итак, январь, мои дорогие. Но есть какое-то разочарование или подведение итогов. Тройка мечей – это то, что нас сделало сильнее, правда. Это не новая ситуация, это, видимо, что-то у вас в январе возвращается, как из прошлого. Или напоминает конкретный человек, или вопросы по работе. Это то, что связано с какими-то переживаниями. Но уже теперь это как будто был такой опыт совершенно необходим для того, чтобы мы правильно оценили наши возможности, какую-то реальность, может быть, не участвовали в тех вопросах или проектах, которые не ведут никуда, а только к потраченному времени и усилиям. Это может быть вопрос отношений. Может быть, по этой карте словно меня захватили эти эмоции. И вот как раз по этой карте нам о чем говорят? Эмоции нужно перевести просто в ситуацию. Это как задача января, а ситуацию в опыт. И вот этот опыт помогает, повторюсь, сделаться вам сильнее, чтобы в последующем не повторить такую ошибку, может быть, в течение года. И вполне вероятно, что если мы сказали, что планетарно, как будто Меркурий помогает вот эти ненужные разногласия
или какие-то противоречия как будто уладить. Может быть, как раз для вас это внутреннее переориентирование. Вы будете пересматривать свое окружение или эквивалент вашего вложения, допустим, на работе или в каком-то проекте, и какую вы получили отдачу. Может быть, это через эмоции где-то или взаимоотношения с людьми. А у кого-то подобное разочарование может быть и из-за финансов. Значит, все равно есть какая-то реальность, ее нужно увидеть именно такой, какая она есть. И это помогает не совершить, может быть, в последующие месяцы, года каких-то ошибок. Ну, по крайней мере, с опыта у вас как будто начинается январь. Февраль, рыцарь мечей. Знаете, по этой карте недостаточно такая карта крупная, чтобы говорить о чем-то глобальном. Если на удачу, на успех. Вот здесь надо быть очень внимательным, потому что нам могут выдавать какие-то идеи, как, ну, истину в последней инстанции. На самом деле, правда, она далека от того, что нам пытаются преподнести. По этой карте это хорошо проигрывается, когда вы, мои дорогие весы, вот как раз эту истину ищете и находите, когда вы себя подстраховываете. Поэтому, если мы говорим про удачу и про успех на феврале, вам нельзя предпринимать каких-то действий, которые в последующем могут вас оставить один на один с каким-то законом. Поэтому, может быть, узнать, как в отношении меня по тому или иному вопросу работает закон, или себя как будто подстраховать, может быть, необходимая информация, и мы ее ищем и находим по этой карте тоже. В принципе, нам говорят не увлечься какими-то ненужными чужими проектами или держать ухо востро, потому что иногда проходят проверяющие, как, ну, какая-то проверка, если вы особенно занимаете должность, вы руководитель. Вот здесь нужно как и себя подстраховать, проверить все документы, чтобы все подписи, печати, особенно ваши, были на местах и именно там в цифрах, например, все сходилось. Одним словом, не расслабишься, это правда. Но сказать на удачу, на успех, если вы хладнокровны и вот как раз видите какую-то реальность, если вас не увлечь как какими-то заоблачными проектами, как красивыми обещаниями или какими-то чудесными эмоциями, то для вас нет ничего невозможного. Вы сами будете, как этот рыцарь мечей, и вы где-то будете балансировать на грани желания сказать все, что я думаю, и потому что правда, она, которую вы видите, она как будто в другом ключе, чем вам пытаются преподнести. Вот февраль в таких энергиях, очень реалистичных. Вообще, надо сказать, мечи ведь это энергетика воздуха, это ваша стихия. И вот вы здесь будете видеть правду, истину, повторяюсь. Хорошо, идем дальше. Что у нас на март? А на март у нас новые возможности. Тройка жезлов – это карта уверенности, якоря. И у кого-то это проиграется как новый проект, правда, как возможности, которые к вам могут прийти или через предложения какие-либо. С другой стороны, карта не говорит, что вы к чему-то приступаете, нам показан только человек со спины, да, он как будто спиной-то к прошлому повернулся, но сказать, что он предпринимает какие-то действия в спешке, нет. Сам по себе месяц неспешный, но достаточно надежный, когда вы что-то можете уже планировать или пытаться, может быть, какие-то первые шаги сделать к проекту, просчитывать что-то, находить нужную информацию. И это все со знаком плюс. Сама по себе карта предвещает прогресс. У кого-то из вас буквально переезд, смена сферы деятельности, переход на новую должность. У кого-то, может быть, в личной жизни, но вы с партнером на расстоянии, вы будете объединяться, вы захотите съехаться, вот какое-то либо перемещение, либо прогресс, либо ваш какой-то проект, он как раз получит продолжение. Да, очень успешный месяц, но он основан на вашем опыте, на сильной позиции и на правильном расчете своих приложенных усилий, времени и энергии. Вот как-то так. И, видимо, вот эти вот 2 месяца, вот разобраться, что же есть по факту для вас совершенно необходимы, как окончание января, так и где-то февраль, для того, чтобы с чем-то в последующем не ошибиться. Апрель давайте посмотрим, у кого-то личная жизнь, это у нас король кубков, или вопросы,
связанные с вашей семьей, с вашими родственниками или родственники вашего супруга, вашего партнера. Вообще карта на успех, на удачу очень продуктивная. Почему? Спокойные сами по себе энергии и, по сути, это баланс между отношениями и финансами. Обратите внимание, в любой колоде карт король кубков всегда восседает словно на троне. И вот этот самый трон – это олицетворение материализма. То есть, если хорошо идут наши финансовые дела, значит, в принципе, отношения складываются тоже хорошо. Вот есть такой момент. Но там, где нужно решать вопросы, словно на берегу, или решать их нужно с позиции более, может быть, жесткого смысла реальности. Вот туда не надо примешивать эмоции. И наоборот, если мы говорим про любовь, то там не нужно проявлять вот эту жесткость. Вот как будто энергии вам придется разграничивать. Может быть, себя где-то останавливать будет желание еще с февраля сказать все, что я думаю, но где-то себя удерживать, чтобы не создать какой-то ненужной полемики. Для кого-то из вас придется, или наоборот отсечь все эмоции, чтобы исполнить какой-то свой, как и творческий, так и отчасти финансовый проект. Это так в целом. И как будто как раз Меркурий правильно вам распределить свои силы, правильно увидеть обстановку, вам как раз помогает. Поэтому как и март, так и апрель, да, достаточно продуктивные месяцы, но по сути дела это и есть баланс, дипломатия, и это ваша сильная сторона, поэтому вы справитесь, мои дорогие. Давайте посмотрим, что май. Ну, тут действительно паж у нас выпадает жезлов, и это сама по себе идея, инсайт, который очень хочется воплотить в жизнь, может быть, творческий проект. У кого-то могут проиграться вопросы, связанные с детьми, даже подросшими детьми, но чаще всего это какой-то наш интерес. И жезлы, дела, работа, бизнес и деньги. И значит, сказать, что тут много энергии будет по этой карте, потому что есть желание что-то осуществить или что-то попробовать. Сказать, как это будет продвигаться, сложно, потому что мелкая достаточно карта. Но то, что какой-то ваш проект вас может с головой просто захватить, и вы окунетесь в реализацию какого-то своего намерения или цели, то это вполне такое я могу допустить. Для кого-то из вас, если правда у вас будет какой-то переезд, допустим, планируемый в марте, то вы можете столкнуться с новой реальностью, и вам придется как изучать, например, язык или адаптироваться к новым условиям. Все-таки по пажу это есть обновление, но это та игра жизни, которая нас завораживает. Сказать про успех не могу при всей положительности вроде бы этой карты, но именно потому, что значение не крупное, нет еще пока какой-то стабильности, и я бы сказала, не рискуйте собой на каком-то импульсе. Июнь. Ну вот, наверное, вот если все просчитать и вот этот опыт где-то применить, посмотрите, шикарная карта, девятка кубков, карта самодостаточности, карта, когда все под контролем. Вообще по этой карте для тех из вас, кто занимается либо личным бизнесом, личным творчеством, вы что-то создаете. Не случайно у нас здесь как будто хозяин таверны или ресторана, который поднимает кубок за свое здоровье и посетителей. Он доволен собой. У него сегодня ну, полный порядок как в делах, так и в жизни. И в будущее он смотрит, или на будущее какие-то планы строит. Уверенно, надежно, потому что у него все в руках его. Он все контролирует. Вот вам, наверное, такая сильная позиция выпадает на июнь, если предыдущий период вы как-то приложите свои усилия правильно или что-то рассчитаете. Или, может быть, в чем-то не повторите, мои дорогие, ошибку. Конечно, самый продуктивный месяц. У кого-то это может быть как старт к новому статусу или к новым возможностям. И может быть этот инсайт, если аккуратно или какую-то вашу идею вы начинаете пробовать, уделите внимание. Да, карта советует, по крайней мере, не рисковать. Здесь, знаете, тот риск, который просчитан, это ваши приложенные усилия и их эквивалент. Но не бездействие, отнюдь нет. И тогда эквивалент, который вас будет уже в июне, словно и вдохновлять, и радовать, и, что немаловажно, как будто деньги будут. Поэтому какая-то финансовая ситуация может решиться благодаря, опять же, правильному вашему расчету и отчасти взаимодействию с людьми.
Поэтому да, это имеет смысл что-то продолжать, может быть, уже с марта месяца. И вот вам, пожалуйста, еще одна победа на июль. Удерживайте свою победу. Карта говорит, что это 50% успеха, только как будто ухватить эту птицу удачи за хвост или достичь как положение в обществе, или получить какую-то должность, или создать шедевр. Да? Ну, меня смотрят люди, которые разного рода занятий. Ну вот уже начиная, наверное, с мая будут какие-то предпосылки, когда вы прочувствуете, ну, словно лед тронулся. Есть какие-то возможности изменить как и жизнь, так и качество жизни. Вот по этой карте качество жизни. Но все то, что вы достигаете, требуется сохранять. И победитель знает цену победе. Он себе не позволяет расслабиться. Поэтому, да, удачный период, но не расслабишься. Иначе, как только расслабился, все пошло кувырком. А здесь нужно все контролировать и понимать, что, как и обстоятельства, где-то к этому требуется быть готовым. Будут меняться вокруг вас, и люди будут тоже менять свое мнение. Но значит, как ваша победа, как ваш какой-то успех, он целиком и полностью, как и принадлежит вам, но он еще и в ваших руках. Удерживать придется, мои дорогие, но удача сопутствует вам. Идем дальше. Это у нас август. Еще один паш. Вот действительно, год богат на какие-то идеи, вдохновения, или, может быть, и предложения, или ваши творческие проекты. По пажу Пентакли это все проходит. Обучение, мои дорогие. Вы можете прийти к выводу, что я должен выучить, например, новый язык, или я решил поступать, может быть, еще одно образование получить, или первое образование. Это может быть какая-то история с вашими детьми связана, когда вы их будете готовить, может быть, к платному обучению в ВУЗе, и будете просчитывать все-таки Пентакли, какую-то составляющую, которая именно по, ну, как вот я смогу заплатить, рассчитаться, или это может быть ваш новый проект, все-таки это чаще проигрывается, или какие-то изменения даже по месту вашей службы, работы теперешней, когда меняется руководство, меняется график, какие-то методы работы, или еще какие-то основы, когда вам себя словно придется, ну, где-то изменить, перестроить. Все-таки это у нас паш, это обновление, и это неизбежно. Себя как будто на другой лад. Или, может быть, если вы работаете с документами, какую-то банально бумагу переделать в нужном уже формате, поскольку он изменился. Но у нас паш изображен среди райского сада. Он как будто строит сам свое будущее, свое надежное будущее, свой материальный успех. И по этой карте любое начинание, если к нему прикладывать еще и знания, то тогда это будет действительно материальный эквивалент, который вас в последующем оставит довольным. И более того, при правильном подсчете это может быть дело, которое вы сможете продолжать, вот если для кого-то как новая работа проиграется, или, правда, творческий проект, то, скорее всего, вы этому будете уделять длительный период времени, развивать, и в последующем, ну, материальные блага или деньги будут тоже в каком-то прогрессе. Это все проходит по этой карте. Это карта надежности и развития. Сентябрь. В сентябре будьте аккуратны, выпадает семерка мечей. Это карта хитрости, это где-то мы не должны что-то прошляпить. Про успех, про удачу нет, нам здесь больше на сохранение. И то, что люди могут хитрить действительно. По этой карте, называют ее карта вора, и могут быть такие значения, когда, знаете, не переходить, как и по каким-то ссылкам, то есть себя беречь. Мы не можем что-то сделать на автоматизме, не быть где-то рассеянному, потому что остерегаться, как правда, мошенников, воров, и быть внимательному к сумочкам, портмоне, кошелькам, электронным системам расчета, так и к людям, которые в вашем окружении, которые тоже могут не говорить всей правды, могут хитрить. Это карта манипуляций, могут и манипулировать, и поэтому карта нам говорит, тебе придется подстраиваться и манипулировать, иначе как будто невозможно по-другому. Люди себя ведут так же. Поэтому здесь больше на самосохранение. А вот с такими как раз энергиями вы сумеете, мои дорогие, весы с вашей врожденной дипломатией обойти как и острые углы, так и принять какие-то важные Соломоновы решения. С другой стороны, вы и подвох сумеете просчитать. Поэтому
Руку держать на пульсе вам придется от начала года, начиная с января, и как удерживать собственный успех, чтобы кто-то не увел, кстати, вашу идею, мои дорогие. Правда? По семерке мечей такое тоже может быть. Вы с кем-то поговорите, а потом выяснится, что человек из вашей идеи сделал деньги. Вот такое тоже тут может проиграться. Поэтому будьте внимательны. Вот здесь на сохранение, правда. И на карта победителя, на успех, на удачу. Удачная карта. Но мы сказали, здесь одновременно надо сохранять. Вот, видимо, свои идеи не транслируйте никому. Октябрь. Колесо фортуны. Ну, вообще по этой карте не случайные случайности. Или это то, чего мы не можем изменить. Может быть, в октябре так развернется ваше колесо судьбы, что вам придется куда-то отправиться спешно, собраться, уехать, переехать. У кого-то совершится этот переезд, точнее, или поездка какая-то, которую вы планировали. Или, я бы сказала, все-таки колесо фортуны подразумевает ускорение. Поэтому тут может быть даже и такая ситуация, я никуда не собирался, а вот тут быстро собрался, подпоясался и поехал. Может быть, по работе, может быть, и по личной жизни. И знаете, мы чего-то не можем отложить на потом. Куй железо, пока горячо. И каковы бы ни приходили события, новости, обстоятельства, вот здесь нужно, как с одной стороны, быть очень рациональному и допускать как раз альтернативные варианты развития событий. Помните, Плутон в Водолее, и это область иррационального, которая более чем рациональна на самом деле. И мы можем, вы, мои дорогие весы, вот как раз где-то в октябре вы можете столкнуться с тем, что мои многие как бы основы, постулаты моей жизни, что для меня принято, допустимо или нет, вы пересмотрите. И если прежде бы вы себе сказали, нет, такого не может быть, а тут вы придете к выводу, что очень даже может. Вот с чем-то подобным вас может столкнуть судьба. Конечно, больше позитивного значения, но и не проморгать, как будто чего-либо тоже стоит. Ноябрь. Вообще ваша карта королева мечей, это прообраз Юдифи, и, как известно, уж отрезала, так отрезала. Вы можете от чего-то отказаться, или вы можете вот такой баланс проводить, как знаменатель. Имеет смысл продолжать мне конкретные отношения или нет? Имеет мне смысл продолжать какой-то проект или работу, или какое-то сотрудничество. И здесь вы будете настроены решительно. Отчасти карта нам тоже говорит, сохраняй самое себя. Обратите внимание, стоит наша королева, и вокруг нее птицы, голуби, как будто голуби или птицы – это информация. Правильная работа с информацией как раз что отличает королеву мечей. И второй момент – умение молчать, умение хранить тайны, не рассказывать, опять же, не о своих планах далеко идущих, не о ближайших, не о своих намерениях, какие вы шаги собираетесь предпринять. Умение себя защищать, не давая о себе много информации, само по себе проходит. И обратите внимание, одна из этих птичек милых опустилась слишком низко и подлетела к кошке. Кошка, как будто на вид прекрасный зверь, ничего не предвещает. Но мы с вами знаем, что у кошки прыжок молниеносен, а когти смертельно опасны. Вот не подвергайте себя риску. А если обстановка вокруг вас складывается достаточно, где-то напряженная, тогда правильно надо сориентироваться по этой ситуации и надеяться все-таки на самих себя. Хотя для кого-то из вас это может быть как прорыв. Вот если находиться в таких энергиях, хладнокровных, когда и рационализм присутствует, и логика, и интеллект, и никаких эмоций. Да, будет и успех, как у Юдифи. И будет что-то грандиозное, может быть, по крайней мере, что вас сделает даже популярными. Вот такая удивительная карта. Но она требует непростых усилий с нашей стороны и правильного расчета. Декабрь, мои дорогие. Ну, наверное, отдыхайте. Девятка жезлов. В герметической колоде Таро карта великой мощи, то есть у нас достаточно сил, но эти силы мы применяем или взаимодействуя с миром, с окружающими, только в двух случаях. Первое, если нам что-то угрожает. Второе, чтобы не упустить какую-то возможность. Во всем остальном, как будто мы себя больше сохраняем, копим эти самые силы для того, чтобы не включиться в какой-то режим многозадачности и
не повторить, мои дорогие, какую-то ошибку. В этой колоде карт не прорисовано, точнее, не прорисован персонаж, он здесь в шлеме. А в большинстве колод карт, если вы любите Таро и помните, как раз девятка жезлов чаще всего там воин показан с перевязанной головой. То есть он уже где-то нашел эти самые грабли или шишек набил, и он не хочет повторения, поэтому он себя так вот огораживает, и при том, при всем, он контролирует ситуацию. Его не должны застать врасплох, мои дорогие. Вот и вас не должны застать врасплох. Вот интересно, какая-то история, ведь с этого начинается в январе, да, как бы 2024 год. И словно карта нам снова говорит, не повтори какую-то ошибку. Поэтому быть рациональными вам придется, мои дорогие, как и в личной жизни, чтобы найти какой-то баланс, как и осуществить свои проекты, как добиться своих амбициозных планов, победы, материального успеха и прочувствовать вот это новое качество жизни или стать популярными. Перекладывайте на себя, мои дорогие весы, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.